Всем доброй ночи, друзья мои. Перед вами африканский алтарь. И сегодня я подарю вам заговор на суахили. Я думаю, нет нужды постоянно повторять, что это заговоры, составленные мной. И, естественно, это моя авторская работа. Я вам дарила много работ вуду, и они очень эффективные, очень быстрые. Вуду, как и любая другая магия, делится на часть поклонений и на, скажем так, служение. Вот та часть, которая относится к поклонению, это обращение к силам, к богам, это заговоры, ритуалы для людей, которые вправе ими пользоваться без вмешательства жреца, без его посредничества. Вообще магии обучать невозможно. Магии можно объяснить. То есть откуда это идет, что это, чтобы логически люди поняли. Но учить магии нельзя, невозможно. Это должно быть дано. Обучает тех, у кого уже есть сила родовая. Итак, суахили. Те работы, которые вы делали на языке суахили, не только африканские заговоры и ритуалы, то есть вуду, они очень быстро срабатывают. Каждое, скажем так, направление магии имеет свои особенности, свои плюсы, минусы. Не скажу, потому что минусов магии нет, но есть определенные моменты, то есть работы, которые очень быстро получаются, есть работы, которые сиюминутно получаются, есть работы, которые долговечные, долгое время помогают человеку и так далее. Этот заговор – победоносный рык льва. Лев – символ Африки, символ бесстрашия, символ добытчика, защитника, дух льва. Я дарила вам симбамту, ритуал. Замечательно. Эти все работы для того, чтобы вам в трудную минуту было кому обращаться. А именно к силе. Итак, дорогие друзья, я творчески подхожу к своей работе, поэтому у меня алтарь вуду, для того, чтобы сразу было понятно, что мы сейчас будем с вами проводить. На самом деле это заговор. Я бы сказала, заговор скоропомощник. И он очень сильный для того, чтобы отстаивать свое. Для того, чтобы было, как вы хотите. Перед сдачей экзамена, водительские права получать в ГАИ. Что еще вам сказать? Далее. Дома какой-то конфликт, чтобы решилось в вашу пользу. Директор вас позвал. Проверка идет какая-либо. Или вы хотите идти поговорить о своей зарплате. Или вы хотите, чтобы родители вам что-то купили, подарили. Поговорить об этом. Перед тем, как идти, начитайте победоносный рык льва 13 раз для себя. Перепишите и начитайте. Здесь алтари не нужны. После того, как все сбылось, уносите кусок мяса под дерево и столько монет, сколько вам лет. И говорите: отдаю духу Симба или льва. Потому что раз уж вы этот дух призвали, он вам помог, он через вас исполнил то, что вы хотите, то, естественно, вы должны быть благодарны. А лев – это хищник. И хищному духу нужен кусок мяса, желательно с кровью. И желательно свежее, не с магазина. И хотя заговор небольшой, скажем так, простенький, может показаться, да, поскольку тут ничего особо делать не нужно, просто читать. Но, как и любая сторона магии, может творить просто чудеса и открыть напрочь закрытые двери. Поэтому пользуйтесь этим. Итак. Мими ни Симба, Веве ни Мовинду,
янгу, нита кушинда, кураруа, випанде, випанде. Магози, нина сима мия, хапа, мими рдие, мимилики. Милики, извиняюсь, две М. Мими нисимба, итакува, каманатака, намиунгу, итани, саидия, аше. Читаю по слогам, потому что до того, как будет текст, если вам это пригодится, вы сможете переписать. А теперь более быстрое чтение. Мими нисимба, веве ни мавиндо янгу, нита кушинда, кураруа, випанде, магози, нина сима мия, хапа, мими рдие, милики, мими нисимба, итакува, кама натака, намиунгу итани, саидия, аше. Мими нисимба, веве ни мавиндо, янгу, нита кушинда, кураруа, випанде, магози, нина сима мия, хапа, мими рдие, милики, мими нисимба, итакува, кама натака, намиунгу, итани, саидия, аше. 13 раз прочитали и спокойно идите. И то, что вы хотите добиться, вы этого добьетесь. И те люди, которые давно делают мои работы, замечательно это увидели, испытали на себе. Всем удачи. Просите, и дано будет вам.